О чем вы думаете, глядя в ночное звездное небо? О том, что завтра нужно платить счет за электричество? Или обдумываете планы на предстоящий отпуск? Есть ли среди вас те, кто, глядя сквозь пелену туманностей и мириады звезд, размышляет о том, сколько в этой глубине скрывается неизведанных миров? Некоторые из них совершенно не похожи на Землю, другие же почти ее копия. Печально, но вряд ли при нашей жизни мы посетим хотя бы один из них. Но, к счастью, глазами человечества стали новейшие телескопы, благодаря чему люди могут составить хотя бы примерное представление о таинственных далеких планетах, кружащихся в сотнях, а то и в тысячах световых лет от нас. С чего же мы начнем наше воображаемое путешествие? Конечно же, с окраин Солнечной системы, а именно с обитателей пояса Койпера. Находится это массивное скопление карликовых планет, а также ледяных и каменных осколков астероидов в 30 астрономических единицах от Солнца. Пояс Койпера очень широк. Он в 200 раз больше и массивнее кольца астероидов, находящегося между Марсом и Юпитером. Именно в его объятиях кружатся необычные карликовые миры, такие как Хаомеа, Гунгун, Маки-Маки или Квавр. Мы еще не покинули Солнечную систему, но уже становится понятно, насколько планеты могут отличаться друг от друга. Размерами, орбитами, составом и, главное, условиями на их поверхностях. Например, на Хаомеа день длится около 4 часов, поэтому ее форма, согласно компьютерному моделированию, близка к эллипсоиду Якоби. А вот и Маки-Маки, заледеневший мир, температура на поверхности которого стремится к абсолютному нулю и составляет примерно минус 240 градусов Цельсия. Планета покрыта метановыми сугробами, а ее атмосфера состоит преимущественно из угарного газа. Не слишком гостеприимное место, не правда ли? Похожую картину можно наблюдать и на остальных известных карликовых небесных телах пояса Койпера, поэтому не будем задерживаться, отправимся дальше, за границы Солнечной системы. Следующая на нашем пути тройная звездная система Альфа Центавра, ближайшая к нашему Солнцу. Вокруг каждой из звезд, разумеется, кружатся планеты. Очень знакомый сценарий. Наиболее известная экзопланета Проксима Центавра b. Лететь до нее около 40 триллионов километров, и на данный момент это немыслимое расстояние для нас. Но ученые не отчаиваются, ведь когда находящиеся в разработке нанозонды выйдут в тираж, до Проксимы Центавра b можно будет долететь за пару десятков лет. А пока мы, затаив дыхание, рассматриваем ее в телескопы. Планета находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит, может быть потенциально обжитой. Орбита Проксимы Центавра b позволяет экзопланете получать достаточное количество тепла для того, чтобы вода на ней не замерзала. Если совместить наличие жидкой воды и прочие условия, то можно предположить, что там могли развиваться примитивные формы жизни, несмотря на немалые дозы ультрафиолетового излучения, регулярно исходящего от родительской звезды. Разве это все? Конечно, нет. Продолжаем проникать все дальше в космос, и вот на нашем пути Gliese 436b, планета, принадлежащая системе Красного Карлика. Расстояние до нее уже не 4, как до Проксимы Центавра b, а 33 световых года. Данная планета по размеру практически сравнима с Нептуном, но жить ей, скорее всего, осталось недолго. Gliese 436b потихоньку съедает собственная родительская звезда. Такой вывод ученые сделали по огромному газовому хвосту на миллионы километров, тянущемуся за планетой. На поверхности этого объекта существует уникальное явление – горячий лед. Его практически алмазная структура не разрушается даже при температуре 300 градусов Цельсия и чудовищном давлении. Если там кто-то и обитает, сложно представить, в каких формах жизнь может развиваться в таких немыслимых условиях. И да, дышать обитателям Gliese 436b пришлось бы чистым гелием. Поэтому поспешим покинуть этот, вероятно, безнадежный мир и отправимся к звездной системе Траппист-1. Думаете, здесь нас ожидают более радужные перспективы? Ошибаетесь. В зоне обитаемости звезды находятся 3 планеты – Траппист-D, E
F. Последняя, согласно предположениям астрофизиков, является планетой-океаном. Не на нее ли высадились герои фильма «Интерстеллар»? А первые две – настоящий филиал ада, потому что температуры на них составляют около плюс 130 и 70 градусов соответственно. На них уже давно нацелен окуляр Джеймса Уэбба, поэтому оставим телескоп спокойно изучать неизведанные объекты, а сами отправимся к планете в созвездии Лисички под названием HD 189733 AB. Газовый гигант гораздо тяжелее Юпитера, а год на нем составляет всего 2 дня. И это чудовищно. Почему? Да потому что планета принадлежит группе горячих Юпитеров, объектов, находящихся слишком близко к своей звезде. Таким образом, температура на поверхности HD 189733 AB составляет примерно 930 градусов Цельсия. Если вас это утешит, то на темной стороне планеты немного прохладнее, плюс 425 градусов Цельсия. По данным телескопа Хаббл, атмосфера этого объекта состоит из оксида алюминия, который опадает в виде тумана, состоящего из микронных пылинок. Оно может быть и красиво, но уж больно не по-нашему. Кроме того, на этом гиганте, по аналогии с Юпитером, постоянно дуют ветры, скорость которых очень сложно вообразить, ведь она доходит до 9600 км в час. То есть это на 1400 км быстрее, чем скорость гиперзвукового North American X-15. Если к этому добавить ливни из расплавленного стекла, то нам здесь делать точно нечего, поэтому стартуем дальше. Неужели Вселенной больше нечем нас удивить? Как бы не так. Перед нашими взорами предстает космический феномен Супер-Сатурна, или J1407b. Эта экзопланета, кружащаяся рядом с субгигантом, находится в 434 световых годах или 133 парсеках от Земли. Видите, как далеко нас занесло? Сама планета считается коричневым карликом, но удивительно другое. Она знаменита впечатляющей системой колец. Если бы такие кольца были у Сатурна, то на нашем небе их размер превзошел бы Луну. Диаметр колец этой планеты в 640 раз больше сатурнианских. Их радиус составляет примерно 90 миллионов километров. Еще немного и получится расстояние в астрономическую единицу, то есть как дистанция от Земли до Солнца. Планету иногда называют «властелином колец» или «Сатурном на стероидах». Однако мы не можем засиживаться в этом холодном далеком мире, поскольку впереди ожидает WASP-121b или Тилос. Это первая планета, в стратосфере которой были обнаружены молекулы воды. Горячий Юпитер находится в 858 световых годах от Земли. Кроме молекул воды, в стратосфере планеты найден ванадий, оксид титана, никель и хром. На Тилосе не холодно, плюс 2500 градусов по Цельсию. В общем, выжить в этом странном местечке тоже вряд ли возможно. Видимо, пора заканчивать путешествие. Но углубимся в черноту космоса еще немного. Перед вами WASP-12b, экзопланета, находящаяся очень близко к своей звезде. Поверхность объекта невероятно горяча, и собственная звезда ее поедает так же, как и Gliese-436b. Небесные тела потихоньку обмениваются веществом, и, по прикидкам ученых, планете осталось существовать около 10 миллионов лет. Сущие пустяки. Еще одна особенность WASP-12b – ее невероятная темнота, ведь объект практически не отражает света. Что же у нас на десерт? Представляем вашему вниманию звездную систему, в центре которой находится пульсар PSR 1257+12. Его второе имя – Лич. Обнаружили звездный конгломерат в 90-м году на базе обсерватории Аресиба. Пульсары относительно неплохо изучены астрономами. Исходя из полученных знаний, маловероятно, чтобы внутренние планеты смогли выжить во время взрыва сверхновой, в результате которой появился объект. Скорее всего, они образовались уже после катастрофического события. Пульсары, 3 планеты, кружащиеся вокруг него, находятся примерно в 2300 световых годах от Солнца. Объекты называются Драугер, Полтергейст и Фобетер.
Пожалуй, начать нужно именно с наименований. Драугр — это оживший мертвец из скандинавского эпоса, близкий к вампирам, а Фобетр — бог кошмаров, как в свое время утверждал незабвенный Овидий. О полтергейсте и говорить нечего, этого шумного духа знают все. Почему же планеты названы столь странно и пугающе? Если вдуматься, то все очень логично. Дело в том, что пульсар или нейтронная звезда — это конечная стадия жизни объекта, которому немного не хватило массы, чтобы превратиться в черную дыру. То есть, по большому счету, планеты вертятся вокруг звездного трупа. Понятно, что рядом с ним могут находиться только представители нежити. Если вернуться от мистики к науке, то назвать Драугр, Полтергейст и Фобетр экзопланетами, пригодными для жизни, можно с большой натяжкой. Во-первых, они находятся слишком близко к своей звезде. А учитывая тот факт, что она регулярно пульсирует, на поверхности этих объектов происходит вечная круглосуточная дискотека. Во-вторых, нейтронная звезда излучает СВЧ-волны, то есть планеты фактически располагаются в глобальной микроволновке. Наверное, третьего пункта уже не нужно озвучивать. Очевидно, что описанные условия для человека смертельны. Однако есть и другая сторона. На Земле существует экстремофильный кок – грампозитивная бактерия, которая очень комфортно живется в условиях активного ионизирующего излучения. Поэтому полностью убирать данные объекты из списка экзопланет потенциально обитаемых не стоит. Главное условие, которое нужно соблюсти для этого – наличие плотной и мощной атмосферы, которая бы воспрепятствовала попаданию на поверхность гамма-лучей. На этом наше путешествие можно закончить. Хотя лучше поставить троеточие, потому что поиски экзопланет по-прежнему продолжаются. Как появилась Вселенная? Откуда все взялось? Чему верить, науке или религии? Эти вопросы хотя бы раз в жизни задавал себе каждый человек. Будучи неспособными объяснить окружающие явления, люди придумали целую сеть верований, до сих пор оплетающую земной шар. Центром каждой религии является один или несколько богов. Аллах, Яхве, Ахура-Мазда, Святая Троица, Вишну, Один. Формата этого видео не хватит, чтобы перечислить имена всех сущностей. А сейчас на секунду подавите в себе агностика и задумайтесь вот над чем. Возможно, религиозные легенды не такие уж сказочные, если связать их с наукой. В чем же связь религиозных догм и квантовой механики? Кто или что управляет процессами, удерживающими Вселенную в равновесии? Одним из базовых принципов квантовой механики является корпускулярно-волновой дуализм, выражающийся в двойственной природе материальных объектов микроскопического мира. Эта тема не только обсуждается в научных кругах, о ней придумывают даже мемы. В пример обычно приводят весьма странное поведение фотонов света. Что имеется в виду? Пока за фотоном никто не наблюдает, он может иметь как свойства волны, так и частицы. Но при появлении экспериментатора или наблюдателя фотон света выбирает, какое именно свойство он продемонстрирует. Похожая ситуация и с запутанными электронами. На каком бы расстоянии друг от друга не находились участники связанной пары, как только один из них определился и обрел заряд плюс, второй мгновенно обзавелся отрицательным. И расстояние при этом не имеет ни малейшего значения. Ситуация не поменяется, даже если один электрон находится на Земле, а другой на Плутоне. Классическая физика эту тайну так и не разгадала, поэтому уникальное свойство используется только в рамках квантовой механики. Зачем мы вам об этом рассказываем? Применительно к теме нашего видео нужно уяснить одну вещь, с которой согласны многие теоретики. Ничто не существует без наблюдателя. Ни одно свойство предметов или явлений невозможно измерить без того, кто это сделает. А теперь экстраполируйте эту мысль из микромира в макро, то есть перенесите ее на нашу Вселенную. Что, если мы существуем только потому, что за нами кто-то наблюдает? Возможно, это и есть Бог. Просто дайте этой мысли настояться. Под словом «Бог» мы не подразумеваем Шиву, Кришну или Мардука. Это может быть нечто другое. Но что и где оно находится? Представители многих религий верили, что наш мир появился из хаоса. Современные изыскания это подтверждают, правда, теория значительно обросла деталями, о которых древние и не помышляли. Что такое хаос?
Это огромное количество квантовых частиц, находящихся в суперпозиции. Данный термин означает так называемые неопределившиеся частицы, свойства которых не измерены ввиду отсутствия наблюдателя. А потом, когда Бог или наблюдатель, называйте как хотите, появился, мир пришел в равновесие и стал упорядоченным, поскольку каждая частица обрела необходимые свойства. Какой вывод из этого можно сделать? Если наш мир таков, то по причине квантовой запутанности где-то есть другой с противоположными свойствами частиц, или даже сходными, но все равно отличающимися от наших? Значит, когда вы смотрите это видео, в другой вселенной вы спите или взбираетесь на гору, или это совсем не вы, а, скажем, старушка лет 85. С точки зрения квантовой физики все очень логично, потому что частицы до появления наблюдателя могут вести себя как угодно, проявляя весь набор вероятных свойств. Кстати, в связи с этим уместно вспомнить легендарного кота Шрёдингера. Забавную и понятную аналогию придумал австрийский физик Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики. Он озвучил мысленный эксперимент, в котором говорится, что пока не открыта коробка, мы не знаем, жив или мертв кот, сидящий в ней. С точки зрения здравого смысла это абсурд, но квантовая физика вся состоит из подобных парадоксов. Однако вернемся к наблюдателю. Где он может быть? Ученые Принстонского университета, а также их чикагские коллеги предположили, что наблюдатель может находиться в черной дыре. Неожиданный поворот, не правда ли? Как известно, в нее может попадать все, что угодно, в том числе информация, а вот выходить наружу – нет. Если наблюдатель находится за горизонтом событий черной дыры, на него регулярно изливается дождь из частиц, а он дает всему этому оценку, благодаря чему наша Вселенная существует в привычном виде. Но есть один нюанс, который не обрадует человечество. Помните ли вы Стивена Хокинга, знаменитого физика, не так давно ушедшего из жизни? К счастью, он успел дать миру важнейшее открытие. Черные дыры не только поглощают частицы, но и излучают их. Что это может значить? В 60-х годах прошлого века ученые придумали фразу «черная дыра не имеет волос». Она появилась для объяснения идентичности свойств всех подобных объектов, в том числе и отсутствия излучения. Но в 1975 году Стивен Хокинг опроверг этот вывод. Он выяснил, что вблизи горизонта событий запускаются квантовые эффекты, приводящие к постепенному испарению информации из черных дыр. Эти частицы названы мягкими фотонами или волосами, намекая на неточность ранее придуманной физиками фразы. Проблема в том, что эти фотоны имеют почти нулевую энергию, поэтому их не видят современные приборы. Если бы их обнаружили, попытки извлечь информацию из таких фотонов были бы напрасны. Бесполезно выяснять, что именно сгорело в костре, внимательно глядя на дым. Как это касается нашей темы? Если черные дыры испаряются, значит рано или поздно они исчезнут, а вместе с ними и наблюдатели. Какой тогда станет наша Вселенная? И будет ли она существовать в принципе? Что будет, когда частицы из черной дыры, находясь в суперпозиции, перейдут в нашу реальность, где обретут вполне конкретные свойства? Не изменит ли это привычную Вселенную? Если расстояния для фотонов не имеют никакого значения, это было подтверждено рядом экспериментов, получается, что запутанная пара частиц родом из черной дыры может быть где угодно? Соответственно, если свойства одной частицы поменяются, то и другой тоже. Ведь они связаны этим самым незримым волоском. Весьма неожиданная угроза нашей с вами стабильности. Общепризнано, что внутри Млечного Пути также есть сверхмассивная черная дыра Стрелец-А. Естественно, она, как и другие, постепенно испаряется. Согласно весьма приблизительным подсчетам, объект исчезнет примерно через гугол лет, число, означающее единицу, со 100 нулями. Но все ли мы знаем об этих таинственных воронках, чтобы делать далеко идущие выводы? Например, в 2022 году астрофизики обнаружили блуждающую черную дыру, которая прямо сейчас путешествует по Млечному Пути. Скорее всего, когда-то она была выброшена из своей галактики. Может быть, это наблюдатель, находящийся в ней, решил отправиться в путешествие и осмотреть свои владения? Необходимо понимать, что дефицит знаний о черных дырах может породить и другие информационные проблемы. Например, откуда мы знаем, что черные дыры испаряются медленно?
Может быть, некоторые из них умеют делать это относительно быстро? И что случится, если большинство из них испарится? Кто же будет наблюдать за нашей Вселенной, чтобы держать частицы в равновесии? Согласно законам квантовой физики, когда связь между наблюдателем и частицей будет разорвана, объект вернется в состояние суперпозиции. Во что тогда превратится наш мир? В бесформенный хаос? Или Вселенную с другими физическими свойствами? Некоторые ученые в принципе не согласны с таким подходом к проблеме. Например, Роджер Пенроуз из Оксфорда уверен, что никакие наблюдатели нам не требуются. Якобы частица под действием гравитации начинает наблюдать сама за собой и принимает одну из возможных форм. Но эта теория выглядит еще более бредовой, чем предыдущая. К тому же она противоречит результатам научных изысканий. Физики даже шутят, что лучше даже не дышать во время эксперимента по проверке суперпозиции, потому что частицу помещают в вакуум, чтобы провести исследование. И тут вдруг Пенроуз заявляет, что частица все может сделать сама. Так повлияет ли на состояние и свойства Вселенной, которую мы сейчас знаем, исчезновение черных дыр? Нужен ли нам наблюдатель? Ловите еще одну теорию. Если верить ей, не только черные дыры могут выступать в роли наблюдателя. На это способен любой горизонт событий, позволяющий информации путешествовать в одном направлении. Проведем еще один мысленный эксперимент. Предположим, вы движетесь в пространстве с постоянным ускорением. Рано или поздно вы достигнете момента, когда даже фотон света не сможет вас догнать. Если в эту секунду обернуться назад, то можно увидеть воображаемую границу, которую ничто в мире не способно пересечь. Потому что быстрее скорости света не движется ни один объект во Вселенной. Это называется горизонтом Ринглера. Для нас в его роли выступает также край наблюдаемой Вселенной. Дело в том, что время, необходимое фотону для преодоления расстояния до края видимого нам мира, равно возрасту самой Вселенной. Таким образом, информация, скрытая за этим горизонтом, никогда не станет нам известна. Можно сказать, что это глобальная черная дыра. Ученые сами не до конца понимают, как это работает, но нам такие новости дают некоторое утешение. Даже если все черные дыры испарятся, за нами всегда будет наблюдать око, находящееся за краем Вселенной. А это значит, что все останется по-прежнему, а не будет повергнуто в дикий хаос. Правда, в том случае, если мы изначально не ошиблись в своих предположениях. Непонятно, как именно реализуется громадный набор вероятности изменяемости частиц после появления наблюдателя. Помните знаменитое выражение Эйнштейна о том, что Бог не играет в кости? Оказалось, еще как играет. Поэтому мы не можем бесконечно интерпретировать противоречивые сведения, пытаясь сложить их в стройную картинку. Большого количества пазлов, к сожалению, не хватает. Ученые Ремени и Вебер предположили, что частицы преобразуются спонтанно, без какого-либо участия наблюдателя, и происходит это очень быстро. Они просто переходят из квантового мира в нашу реальность и становятся чем-то – Землей, Марсом, кольцами Сатурна или тапочками вашей бабушки. Но все равно остается много вопросов, ведь во время реальных экспериментов попытки неоднократно измерить частицу в суперпозиции приносят абсолютно разные результаты. Что еще интересного в этой области высказали ученые? Хью Эверетт, например, утверждал, что никакой суперпозиции не существует. Это иллюзия. Просто наблюдатели взаимодействуют с квантовой волной, в результате чего Вселенная разделяется на несколько ветвей. То есть, по сути, Эверетт верил в бесконечное количество параллельных миров, в которых квантовые частицы приобретают альтернативные свойства. Тогда у нас опять плохие новости. Мы и со своей-то Вселенной не разобрались, поэтому предсказать, что случится, если наблюдатель случайно моргнет или отвлечется, точно не сможем. Вполне возможно, что в результате этого события на смену нашей реальности придет другая, но спокойно. Она не обязательно будет сильно отличаться от нашей. По причине всеобщей энтропии с высокой вероятностью из 100 случайных миров около 98 будут практически точными копиями нашего. Правда, с незначительными различиями. Например, в новой Вселенной исчезнут пчелы, Марс зацветет, капибары научатся летать или Сатурн лишится колец. Однако и здесь нас могут ждать неприятные сюрпризы. Что если в результате смешивания коктейля из частиц появится абсолютно темная Вселенная на этапе тепловой смерти?
Или вообще мир превратится в то, что мы даже не в состоянии представить? Черные дыры будут не поглощать, а излучать, выталкивая материю со скоростью света. Время понесется не вперед, а назад, и само пространство примет иные формы. Радует одно. В таких вселенных велик шанс, что нас разорвет на атомы гораздо раньше, чем мы поймем смысл этого видео. Ничто. Какие ассоциации приходят вам на ум при произнесении этого слова? Ничего, пустота, вакуум, смерть, мир, которого не существует? Есть ли там материя? Можем ли мы использовать в этом случае такое понятие, как пространство? И, конечно же, можем ли мы там вести отсчет времени? Научное сообщество сейчас придерживается мнения, что Вселенная существовала не всегда. Но что же было до? Каким было это самое ничто? Физик Алан Гуд в 70-х годах задумался над интересным вопросом. Какова природа так называемых магнитных монополий? Вообще эти магнитные монополи были во многом похожи на электрические заряды, то есть существовали как положительные, так и отрицательные заряды. Гуду показался довольно нелогичным тот факт, что при всем при этом у магнитных монополий не было ни юга, ни севера, то есть они были односторонними. Но при чем же тут Вселенная? Гуд всерьез задумался. В расширении и остывании космоса должна была участвовать та сила, которая как бы находилась между электрической и магнитной силой. Однако мы знаем точно, что электрические заряды во Вселенной были и есть. Однако ни одного монополя, вероятнее всего, там нет. Если бы это было не так, то ученые это обнаружили бы к тому времени. Тогда Гуд предположил, что, возможно, на определенном этапе своего развития Вселенная стала стремительно увеличиваться. При этом количество монополий также стремительно уменьшалось. Это называют теорией инфляции Вселенной. И она может объяснить и другие аспекты космоса. Например, почему нам кажется, что структура Вселенной однородна, то есть почему для нас она одинакова на любых расстояниях. Логично было бы предположить, что в процессе расширения плотность Вселенной не была бы однородной. Гуд пришел к выводу, что именно такое стремительное расширение привело к однородной плотности. Если в каком-то месте плотность могла даже незначительно отличаться, то данная область переходила в стадию инфляции, что прекращало изменение плотности. Именно благодаря таким процессам во Вселенной с помощью гравитационных сил возникли первые звезды, галактики и другие космические объекты. Удивительно, насколько четко сработали все процессы в таком непростом деле. Однако тут мы подходим к самому основному вопросу, ради которого мы и начали наш рассказ. Как началось зарождение Вселенной? 1973 год. На лекции по космологии профессора Денниса Сиамы один из студентов сказал такую любопытную фразу: «Вселенная может быть флуктуацией вакуума». Оказалось, что это сказал студент и будущий ученый Эдвард Райан. Несмотря на то, что его слова особо никто не воспринял всерьез, через несколько месяцев Райан выпустил публикацию с рассуждениями на эту тему. Райан в своей статье охватил такие вопросы: какое количество энергии может сохранять в себе Вселенная? Какая гравитационная энергия вещества? Как меняется показатель энергии вакуума с течением времени? И как это противоречит закону сохранения энергии? Ученый сделал такой вывод: если взять и суммировать всю энергию, то результат будет равняться нулю. И это учитывая то, что гравитационная энергия обладает отрицательным значением. Опираясь на принцип неопределенности Гейзенберга, Райан заключил, что если энергия колебания нулевая, то колебания, то есть флуктуации, могут происходить бесконечное количество времени. Поэтому Вселенную можно назвать огромной квантовой флуктуацией. Тогда на нас высыпается еще целый ворох вопросов. А как вообще возникли квантовые поля? Что же произошло, когда существовало ничто? Как это все привело к зарождению Вселенной? На эти вопросы ученым пока трудно дать однозначный ответ, все окутано тайной. Однако мы уже можем точно сказать, как в общих чертах развивалась Вселенная на первых этапах своего существования, а как на более поздних. Мы знаем, что самое большое количество звездных тел Вселенная создала на 9-10 миллиардном году своего существования.
Мы знаем, что космос с течением времени утрачивает способность к продуцированию светил. Например, вероятнее всего, в будущем на звездном небе появится всего лишь 5% звезд от уже существующего количества. И вы учитываете, что существующие светила не бессмертны. Да, некоторые звезды могут прожить и десятки миллиардов лет. Однако время идет, и идет слишком быстро для Вселенной. Когда-то в космосе будут лишь красные карлики, а потом наступит темнота, и все живое навсегда уйдет в небытие. А можно ли это как-то предотвратить? Может ситуация быть не такой плачевной? Вы удивитесь, но да. Согласно принципу неопределенности Гайзенберга, когда температура звезд снижается, расстояние между протонами и электронами сокращается. При этом скорость электрона только растет. Электроны также оказываются на близком расстоянии друг к другу. Когда сразу два электрона могут столкнуться в одной точке, возникает сила, которая не дает этому произойти. Давление электронного вырождения. Это не допускает ситуацию, когда частицы занимают одно положение. Электронам не остается ничего, кроме как сжиматься еще больше, увеличивая свою плотность. Такой процесс, по идее, не должен прекращаться, однако тут не все так просто. Тут нам нужно понять, насколько сама материя стабильная. Мы считаем протон неделимой частицей, однако есть предположение, что на самом деле это не соответствует действительности. Есть версия, что может происходить распад протона под действием неизвестных скрытых сил. В какой-то момент материя просто исчезнет, оставляя после себя лишь черные дыры. Тут дело не только в том, как это влияет на вид пространства. Стоит заметить, что флуктуация энергии вакуума делает черные дыры не вечными. На этом акцентировал в свое время и Стивен Хокинг. Да, черные дыры испаряются очень медленно. Однако настанет время, когда во Вселенной не будет ни одной. В 20 веке в физике случился новый бум. Тогда так называемая теория всего была у всех на слуху. Предполагалось, что эта теория должна была связать между собой теорию гравитации Эйнштейна и квантовую физику. Конечно же, в то время это было невозможным. Но довольно популярным было мнение, что такая теория должна была когда-то возникнуть. И это, конечно же, помогло бы сделать огромный рывок в науке. При этом версия, что все частицы, которые мы знаем, это версия одной главной частицы, все же не соответствует действительности. Было на самом деле грустно наблюдать за тем, как неумолимо тает надежда ученых. Среди них был и Альберт Эйнштейн. Он до самой смерти пытался вывести эту теорию всего, однако стал автором теории относительности. И это, вместе с квантовой механикой, объяснило многие явления. И теория относительности стала самым точным описанием гравитации. Однако давайте представим, что какой-то ученый все же вывел теорию всего. Что же нам это даст? Во-первых, мы узнали бы, бесконечен ли был космос на ранних этапах. Во-вторых, бесконечны ли черные дыры. Но и самое главное, мы смогли бы понять, что будет, если Вселенная умрет, и существовали ли другие Вселенные до появления нашей. Это область, окутанная тайнами. И так хочется приподнять хотя бы чуть-чуть эту завесу. А вдруг мы узнаем, что возникновение нашей Вселенной — это всего лишь случайность? В любом случае, когда-то мы надеемся узнать ответ на этот вопрос. Прямо сейчас посмотрите в окно. Есть ли на небе луна? Если есть, то она привычного размера или больше обычного? Больше? Тогда у нас для вас плохие новости. В 2003 году на экраны вышел фильм «Брюс Всемогущий», и тот, кто его смотрел, обязательно хотя бы на секунду представлял себя в роли бога, в чьих силах накинуть лассо на Луну и придвинуть ее к Земле. Но даже в кинокартине незначительное приближение нашего спутника к планете вызвало ряд катаклизмов. Что же случится, если Луна на самом деле увеличится на земном горизонте втрое или почти его заполнит? А если наш спутник врежется в Землю? Возможен ли такой сценарий? Давайте разбираться по порядку. Всем известно, что Луна — естественный спутник Земли, находящийся от нас в 384 467 километрах, если считать от центров небесных тел. Так что же именно можно считать приближением спутника? Даже если расстояние между Луной и Землей станет ближе на 20 тысяч километров, это уже серьезно повлияет на нашу с вами жизнь, причем не самым лучшим образом. Для начала выясним, за что отвечает наш спутник.
Кое о чем мы знаем еще со школы. Благодаря Луне на Земле ежедневно происходит 2 прилива и столько же отливов. Приближение нашего спутника неизбежно увеличит их высоту и масштабность. Например, если Луна станет вдвое ближе, то приливы в 8 раз выше. Другими словами, многие прибрежные территории будут находиться под водой большую часть дня и в конце концов станут непригодными для жизни. Под угрозой окажутся не только Мальдивы или цветущие острова Океании, но и Нидерланды, большая часть Лондона, индонезийская Джакарта, Дакка, Бангкок, Венеция, Хьюстон, нигерийский Лагос и египетская Александрия. Пострадают многие регионы Китая, Вьетнама, Индии и других стран. Столица Кубы, Гавана, скорее всего, полностью уйдет под воду. Затопит даже Дубай с его легендарной башней Бурдж-Халифа, после чего пустыня станет морским дном. Миллиарды человек останутся без жилья и средств к существованию. И это не цитата из сценария фильма «Катастрофы 2012». Таковой может стать наша реальность. Из глубин морей к берегам начнется массовая миграция рыб, и мы, наконец, сможем лицезреть океанических обитателей, которых бы при обычных условиях никогда не увидели. Это, пожалуй, единственный относительный плюс возникшей катастрофической ситуации, но радоваться, рассматривая очередного иглорота, люди будут недолго. Худшее впереди. Снова обратимся к науке. На что еще помимо Мирового океана влияет Луна? Ее приливные силы воздействуют не только на воду, но и на сушу. Поэтому, если спутник приблизится к нам хотя бы немного, не говоря уже о расстоянии вдвое меньшем, на Земле неизбежно начнется цепь землетрясений и извержений вулканов. А если бы приближение Луны случилось внезапно, что маловероятно с точки зрения физики, то эффект был бы таким, как будто гигантский молоток ударил по не менее впечатляющему гонгу. Чудовищные энергетические волны от увеличенной гравитации Луны в результате ее приближения в буквальном смысле размешивали бы наши недра незримой ложкой, в коре возникли бы большие трещины, и фонтаны раскаленной магмы вырвались бы наружу. Лихорадка охватила бы Землю, посеяв невероятную панику и поселив отчаяние в сердца каждого представителя человечества, которому каким-то чудом удалось выжить среди этого хаоса. Наша планета стала бы абсолютной копией спутника Юпитера Ио, что превратило бы ее в место, практически непригодное для жизни. Землетрясения, извержения вулканов, наводнения. Думаете, это все сюрпризы, которые принесла бы на Землю приближающаяся Луна? Вы еще никогда так не ошибались. Наша планета с каждой 1000 километров приближения спутника вращалась бы все медленнее. Дело в том, что трение, возникающее от взаимодействия воды и океанического дна, увеличивалось бы, тем самым замедляя нашу планету. В этом случае океаны скопились бы на полюсах, в результате чего появились бы южные арктические водоемы, а на экваторе возник огромный континент, родственник Пангеи. Также, поскольку слои Земли состоят из разных пород, они замедлялись бы с различной скоростью, приводя к сильному трению. То есть землетрясения фиксировались бы еще чаще, как и вулканические извержения. Вы спросите, все ли угрозы нашей безопасности мы перечислили? К сожалению, нет. С уменьшением скорости вращения Земли ослабевало бы и магнитное поле планеты, делая нас абсолютно беззащитными перед солнечной радиацией. А при таких условиях на земной поверхности вскоре воцарился бы всеобщий Чернобыль. Также в дальнейшем, если Луна продолжит приближаться, постепенно изменится привычная длительность земных дней и ночей. Они могут доходить до 6 месяцев. Только представьте, полгода на Земле стоит адская жара плюс 55 градусов Цельсия, а следующие 6 месяцев столько же, только со знаком минус. Хотели бы вы жить на такой планете? В качестве утешения стоит отметить, что если бы озвученные изменения происходили постепенно, то они повлекли бы за собой определенные эволюционные метаморфозы в животном мире. Например, хищники научились бы эффективнее охотиться ночью, а их жертвы лучше прятаться. Люди же с большой вероятностью ушли бы жить под землю. Срочно вспоминаем роман Глуховского «Метро 2033». Вскоре он может стать бесценным гайдом по выживанию. Но и это еще не все плохие новости для землян. Хотя вот сейчас спорно. Дело в том, что приблизившийся спутник перекроет большую часть нашего неба и, естественно, часто будет проходить перед Солнцем, предлагая людям сполна насладиться феерическими солнечными затмениями.
Если бы такое явление произошло несколько веков назад, то наверняка своей чистотой и эпичностью свело бы с ума как жрецов, так и придворных астрономов. В одном наши предки были правы. Видишь солнечное затмение? Жди беды, особенно если практически весь горизонт занимает Луна. Итак, наш спутник приближается. Чего еще ждать человечеству от этого эпохального события? Следующее грозное последствие – изменение земной оси. Вслед за этим неизбежно поменяется климат, поскольку коррекция угла оси связана с количеством солнечного света, поступающего на поверхность Земли. Если угол наклона нашей планеты был бы 90 градусов, то кроме экстремофилов, вряд ли кто-то смог бы здесь жить. По 3 месяца и более одно полушарие Земли испепелялось бы солнечными лучами, а другое замерзало бы в кромешной тьме. Но если бы экстремофилы каким-то чудом за миллионы лет развились в разумную жизнь, то такие формы живых организмов обладали бы навыками гибернации, впадения в спячку, а также вынуждены были часто мигрировать с места на место. Но мы слишком увлеклись. Вернемся к Луне, которая неуклонно увеличивается на нашем горизонте. Думаете, неизбежны столкновения и взрыв, уничтожающий все живое? Совершенно не обязательно. Очевидно, что Луна – не рядовой астероид-гастролер. Это огромное небесное тело радиусом 1800 километров, поэтому если оно столкнется с Землей, то половина нашей планеты будет разрушена, даже при том, что некоторые части объекта сгорят в земной атмосфере. Но все не так просто. У каждого небесного тела существует предел Роша. Не путать с пределом терпения наших зрителей, которые досмотрели видео до этого момента. Предел Роша – это такое расстояние, преодолев которое приближающийся к планете объект разрушается под действием ее гравитации. Для Земли такой предел проходит на расстоянии 18 470 километров. Как только Луна приблизится к упомянутому рубежу, она начнет неуклонно разрушаться. То есть впечатляющего и страшного столкновения с нашим спутником не произойдет. Он просто сгорит и разрушится, после чего Земля превратится в мини-Сатурн. Ведь осколки погибшей Луны никуда не денутся. Они останутся на нашей орбите. Это значит, человечество продолжит жить в обычном ритме? Нет, еще раз нет. Полноценного столкновения не случится, но очень часто фрагменты Луны, закольцованные вокруг нашей планеты, будут падать на Землю в виде метеоритного дождя. Булыжники немалых размеров разрушат предприятия, жилые дома, дороги и прочие объекты инфраструктуры. И, конечно, будут убивать людей. Землетрясения, извержения вулканов, цунами высотой десятки метров станут нашей реальностью. Многие города, как говорилось в начале видео, уйдут под воду или будут смыты чудовищными волнами. Экономика рухнет. На земной орбите будут уничтожены все искусственные спутники, включая Международную космическую станцию. Осколки Луны просто сметут это все как ненужный мусор. Соответственно, привычная нам жизнь с интернетом, геолокацией, действующими аэропортами навсегда канет в лету. Со временем из-за перманентной бомбардировки Земля превратится в разрушенный ею спутник с такой же мертвой, изрытой кратерами поверхностью. Очевидно, что при подобных условиях люди будут предпринимать лихорадочные попытки покинуть погибающую планету. Как тебе такое, Илон Маск? Но куда нам бежать? Не факт, что к тому времени, как Луна приблизится к Земле, на какой-либо экзопланете или хотя бы на Марсе будет организована действующая колония. А если и будет, то очевидно, что большинство обычных людей туда точно не попадут. Однако спокойно. Такой мрачный сценарий возможен только гипотетически, ведь его вероятность ничтожно мала. Во-первых, астрономы очень внимательно следят за Луной, и это логично, ведь она самый близкий к нам крупный объект. Поэтому ученые точно знают, что в ближайшие миллионы лет спутник останется на своей орбите. Конечно, космос – благоприятное место для возникновения форс-мажоров. Так что же может спровоцировать приближение Луны к Земле? Наиболее вероятным, по мнению Нейла Коминса, физика из университета штата Мэн, представляется пролет астероида поблизости от спутника. Это способно подтолкнуть Луну в нашу сторону. В таком случае действительно она начнет постепенно двигаться к Земле. Приближение было бы крайне медленным, но готовиться к последствиям землянам следовало бы начать сразу.
Вы когда-нибудь задумывались о том, каков голос Вселенной? Как он звучит? Наверняка многие из вас скажут: так в космосе же нет звука, мы там не услышим и собственный крик. Слоган к известному фантастическому хоррору «Чужой» так и звучал: в космосе никто не услышит твоего крика. Конечно же, людское ухо не услышит звук в межгалактическом, межпланетном и межзвездных пространствах. Однако на деле не все так просто. Стоит помнить, что звук представляет из себя вибрацию, которая волной пронизывает пространство. Чтобы звуковые волны могли распространяться, они должны двигаться в определенной среде. И такой средой, например, может стать межпланетная плазма. Часто от Солнца к нашей планете движутся плазменные волны. Их скорость очень большая, от 200 до 750 км в секунду, поскольку двигаются они под действием солнечного ветра. К тому же и частота у них от 20 Гц до 20 кГц, что в теории может услышать людское ухо. К сожалению, до поверхности Земли их доходит настолько незначительное количество, что мы просто не можем это услышать. Однако не стоит расстраиваться, ведь в ионосфере нашей планеты плазменные волны становятся радиоволнами. Благодаря этому секреты Вселенной становятся доступными нам. Как же звучит Вселенная? Как звуки отображают историю космоса? Начнем с самого начала. Сейчас вы слышите звук большого взрыва. Перейдем к Солнечной системе. Так звучит Солнце. А вот и планеты. Вот так звучит Меркурий. А теперь перед вами Венера. Сатурн. Юпитер. Уран. Плутон. Тут мы наконец-то добрались до Земли. Это звуки Ганимеда, спутника Юпитера и единственного спутника со своей магнитосферой. Теперь приближаемся к туманностям. Они имеют не только интересную форму, от них также исходят любопытные звуки. Крабовидная туманность. Туманность небулы. NGC-2392 или туманность Эскимос. Это туманность Конская голова. Эта фантастическая на вид туманность называется кошачий глаз. И вот ее звук. Вот звук межзвездной среды. Это звуки звездного ветра. Далее двигаемся в сторону пульсаров. Вот перед вами пульсар PSR 1257 плюс 12.
вот миллисекундный пульсар PSR J0952 -0607. Это экзопланета Гализе 486b. Это черная дыра SS0014 плюс 81. А вот и галактика Млечный Путь. Вселенная — удивительное место. Мы никогда не сможем раскрыть все ее секреты, но хотя бы приоткрыть завесу тайны мы в состоянии. А это всегда приятно пытливому уму. Какой из представленных звуков впечатлил вас больше всего? На какие земные звуки похоже то, что вы услышали?